Свадьба Анны и Максима была в самом разгаре, когда невеста почувствовала тревогу. Зал ресторана сиял теплым светом гирлянд, гости смеялись, музыка лилась мягко и ненавязчиво. Максим, высокий и светловолосый, стоял рядом, обнимая ее за талию, и шутил с друзьями. Но Анна то и дело ловила странные взгляды свекрови, Тамары Ивановны. Та сидела за столом напротив, в строгом темно-синем платье, и ее лицо то озарялось улыбкой, то мрачнело, будто она боролась с чем-то внутри. Анна заметила это еще на церемонии. Тамара стояла рядом с сыном, пока он надевал кольцо на палец невесты, и ее глаза блестели от слез. Анна решила, что это материнское волнение. Максим был единственным ребенком, которого Тамара растила одна после смерти мужа. Но на банкете слезы сменились нервозностью. Свекровь то вставала, чтобы поправить цветы, то выходила на террасу, сжимая телефон. Один раз она вернулась с красными глазами, но тут же подняла тост за молодых с натянутой улыбкой. Это настораживало. Может, она устала, предположил Максим, когда Анна шепнула ему о своих наблюдениях. Его голос был спокойным, как всегда. «Мама переживает за меня больше, чем нужно». «Может», — ответила Анна, но в душе не поверила. Усталость не заставляет человека так метаться. Она знала, что Тамара не сразу приняла ее. 2 года назад, когда Максим привел Анну домой, свекровь встретила ее холодно. «Где работаешь?» «А родители не против свадьбы». Анна списывала это на ревность. Максим был для матери всем. Но сегодня холод сменился чем-то другим, и это не давало покоя. К вечеру Анна решила разобраться. Она заметила, как Тамара снова вышла на террасу и, извинившись перед гостями, пошла следом. Сквозь стеклянную дверь она увидела свекровь, стоящую спиной к залу. Напротив стояла девушка, ровесница Анны в сером пальто, с короткими темными волосами и усталым взглядом. Анна не знала ее. Ни среди друзей, ни среди родных Максима такой не было. Незнакомка держала сумочку и тихо говорила. «Я не хотела приходить, но теперь понимаю, зачем я здесь». Голос девушки был мягким, с легкой хрипотцой. «Мне нужно было знать, Лена», — ответила Тамара, и ее тон дрогнул. «Он ее правда любит». Анна замерла. «Лена. Знать что? О ком они?» Она прижалась ближе к двери, стараясь не выдать себя. «Да», — кивнула Лена. «Он даже не заметил меня. Вы можете быть спокойны». Тамара выдохнула, будто сбросила груз, и обняла незнакомку, коротко, но крепко. Лена кивнула и ушла к парковке, а свекровь осталась стоять, глядя ей вслед. Анна не выдержала. Она шагнула наружу, чувствуя, как холод пробирает сквозь шаль. «Тамара Ивановна, кто это была?» — спросила она, стараясь держать голос ровным. Свекровь обернулась, вздрогнув. Ее глаза были влажными, но она быстро вытерла их платком. «Анна, ты что тут делаешь? Я слышала вас. Кто такая Лена? И что вы должны были знать?» Тамара посмотрела на нее, словно решая, говорить или нет. Потом указала на скамейку у террасы. «Сядь. Это долгая история». Анна села, ощущая, как внутри холодеет. Свекровь опустилась рядом, сцепив руки. «Лена, первая любовь Максима», — начала Тамара тихо. Они начали встречаться, когда ему было 19. 3 года вместе, почти как семья. Я думала, они поженятся. Лена была особенной, умной, доброй. Я любила ее как дочку. Но потом она уехала учиться в Германию, а Максим остался. Они пытались сохранить отношения, но она оборвала связь. Он год жил как тень, не ел, не спал, ждал ее. Я боялась, что он не оправится. Анна молчала.
Максим никогда не рассказывал о таком. Она знала про его мимолетные романы, но ничего серьезного. А тут 3 года и год боли. «И что дальше?» — спросила она, глядя на свекровь. Тамара сжала губы, будто слова давались тяжело. «Потом он встретил тебя. Через 2 года после Лены. Я видела, как он ожил, начал смеяться, строить планы. Но я не могла поверить, что он ее отпустил. Он так сильно ее любил. Анна, я боялась, что ты для него просто замена. Что он выбрал тебя, чтобы заглушить пустоту, а не потому, что любит по-настоящему». Анна сглотнула. Ее мысли закружились. А вдруг Тамара права? Но свекровь продолжила. «Я узнала, что Лена приехала в город на 3 дня. Позвонила ей и сказала: приди на свадьбу. Мне нужно проверить его». Она не хотела, боялась, что это разбередит старое. Но я настояла. Я хотела, чтобы он увидел ее, хоть мельком, и я могла понять, что у него в сердце. «Проверить его?» – переспросила Анна. «Как?» По его реакции Тамара подняла глаза, и в них была сталь. «Я знаю своего сына. Когда он любил Лену, он чувствовал ее присутствие, даже не глядя. Если бы он заметил ее сегодня и хоть на миг замер, посмотрел с тоской или растерянностью, я бы поняла, что он еще ее не забыл. Что его любовь к тебе – иллюзия. Я не могла отпустить его к тебе, не зная этого». Анна нахмурилась. «И как вы это проверяли? Она же просто стояла в стороне». «Не совсем», — Тамара покачала головой. «Я попросила Лену пройти через зал. 1 раз, когда вы с Максимом были у стола с тортом. Она прошла в 3 метрах от него, медленно, с бокалом воды в руке. Я следила за ним. Он даже не повернулся. Он смотрел на тебя, смеялся над чем-то, что ты сказала. Лена была прямо перед ним, но для него ее не существовало». Анна вспомнила тот момент. Они с Максимом стояли у торта, он шутил про ее неуклюжесть с ножом, а она смеялась. Тогда она не заметила девушку в сером пальто, но теперь все сложилось. «И что это значит?» — спросила она, почти шепотом. Тамара улыбнулась. Тепло, устала. «Это значит, что он любит тебя». Лена подошла ко мне после и сказала: он даже не посмотрел на меня. Он весь с ней. Она ушла, а я наконец поняла: его сердце с тобой. Не с прошлым. Анна молчала, чувствуя, как тревога растворяется. Свекровь проверяла не ее, а Максима, его способность отпустить Лену. И он прошел этот тест, даже не зная о нем. «Почему вы не сказали мне?» — спросила она. «Я весь день думала, что вы против свадьбы». Тамара виновато опустила взгляд. «Прости, я не хотела тебя тревожить. Это было мое испытание, для него и для меня. Максим — все, что у меня есть. Я не могла отпустить его к тебе, не убедившись, что он свободен от прошлого». Анна кивнула, ощущая тепло в груди. Они вернулись в зал. Максим встретил их у входа, обнял Анну и спросил: «Где вы пропадали?» «Дышали воздухом», — ответила она, улыбнувшись Тамаре. Свекровь взяла бокал шампанского, подняла его и тихо сказала: «За вас, за новую жизнь». Анна посмотрела на Максима, он смеялся с друзьями, поправляя галстук. А в памяти мелькнула Лена, уходящая в ночь. Девушка, которая дала Тамаре ответ: ее сын любит по-настоящему.